Готовится этот суп очень быстро. Отличный вариант и для обеда, и для ужина. Просто и сытно. Такой рецепт выручает, когда есть фарш, немного овощей и желание поесть чего-то вкусного, простого, но без лишних хлопот. Для этого супа я нарезаю картофель кубиком, не слишком крупно, чтобы быстрее сварился. Заливаю водой, накрываю крышкой и ставлю на огонь, пусть варится. Тем временем займусь овощами. Нарежу одну луковицу и одну морковь мелкими кубиками. Можно и натереть морковь, если так привычнее. Список продуктов для этого рецепта, как всегда, найдете в описании под видео. Дальше сковорода. Наливаю немного растительного масла и отправляю туда лук. Обжариваю до легкого золотистого цвета. Добавляю морковь, все перемешиваю и жарю вместе еще пару минут. Дальше добавляю примерно 2-3 столовые ложки томатного соуса и готовлю еще минутку-другую, помешивая. После чего снимаю с огня, пусть ждет своей очереди. Теперь займемся фаршем. У меня куриный, можно взять любой, свиной, говяжий, индейка, все подойдет. Натираю лук и соединяю с фаршем. Немного соли, сушеный чеснок. Кто любит поострее, щепотку перца. Перемешиваю до однородности. Одна зрительница мне написала, что добавляет еще и яйцо в фарш для фрикаделек. Но я не стала, куриный фарш и так хорошо держит форму. Посмотрите, он получается однородный. Но вы возьмите на заметку. Картофель закипел, проварился минут 5 и теперь добавляю фрикадельки. Можно формировать руками, а можно просто ложкой опускать в суп. Я делаю именно так, быстро и чисто. Фрикадельки вместе с картофелем варю минут 10. Для курицы этого достаточно, она приготовится идеально, а бульон станет насыщенным и ароматным. И вот здесь важный момент. Когда картофель уже почти готов, добавляю зажарку. Если добавить раньше, томат может законсервировать картошку и она останется жесткой. Поэтому порядок для меня такой. Сначала все провариваем, потом зажарку с томатом. Хорошо перемешиваю и добавляю плавленый сыр. Можно без него, но мне нравится этот легкий сливочный вкус. Суп становится чуть гуще, а если сырок с травами, аромат просто потрясающий. Пока он тает, можно подсолить по вкусу, попробовать бульон. Иногда добавляю щепотку паприки, она придает цвет и немного сладости. Теперь немного зелени. У меня петрушка, но подойдет укроп, зеленый лук, кинза, что любите. Добавляю в самом конце, чтобы не потеряла свежесть. Суп получается легкий, вкусный и сытный. Отличный вариант, если вы придерживаетесь правильного питания или хотите немного разгрузиться. Кстати, он отлично хранится в холодильнике. На второй день становится еще вкуснее. Все ароматы смешиваются, бульон становится более насыщенный. Если готовите для детей, можно сделать фрикадельки поменьше, так они быстрее приготовятся. А если хотите вариант посытнее, добавьте немного фасоли или зеленого горошка. Суп станет плотнее, но по-прежнему легким. Друзья, напишите в комментариях, какой суп у вас самый любимый. Фрикадельки, борщ или овощной. В описании под видео и в заставках оставлю ссылки на другие простые рецепты. Спасибо, что досмотрели до конца. Если рецепт вам понравился, ставьте лайк, делитесь с друзьями и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. До встречи в комментариях и в следующих видео.